Друзья, всем привет! Вы на канале о растениях, меня зовут Катя. И сейчас мы находимся на Змеевской овощной фабрике. В этом выпуске мы поговорим о голубике, и расскажет нам о ней человек, который лично прикоснулся к каждому из этих кустов, ведущий агроном Змеевской овощной фабрики Людмила. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о такой ягоде, как голубика. Сейчас как раз разгар сезона, идет сбор голубики на Змеевской овощной фабрике. Хочу вам рассказать о некоторых особенностях этой ягоды. Значит, голубика не растет у нас на черноземах, а растет в определенных грунтах, торфяных, на кислых почвах. И полив проводится тоже только подкисленной водой. Иначе в другом случае она не сможет потреблять все элементы с почвы. Какие еще есть такие нюансы по голубике? Это ее период созревания. То есть если вы хотите, чтобы вы собирали голубику все лето, от начала июня и до начала сентября, то нужно тогда выбирать такие сорта, несколько сортов, то есть ранние, поздние и средние. Значит, голубика поливается с помощью капельного полива. Это называется система фертигации. Полив проводится только подкисленной водой с pH ниже 5. А удобрения, которые мы используем, это сульфатные и азот в аммонийной форме. Потому что на корешках нашей голубики живет микориза, которая очень чувствительна к pH, к кислотному составу почвы, а также к присутствию химических элементов. Наша основная задача – это беречь микоризу от погибания. Чтобы получить обильный урожай голубики, обязательно использовать для опыления пчел и шмелей. Ну, с этим у нас проблем нету, потому что у нас рядом теплицы, в котором растет пчелоопыляемый огурец, поэтому в пчелах недостатка у нас нет. А вот со шмелями мы их покупаем отдельно ульями и привозим сюда на голубику на время цветения этой ягоды. Голубика требует особого внимания и при сборе, так как на ней имеется налет пробиотики, который очень полезен как для растения, так и для людей, то ее нужно желательно снять одним касанием. Поэтому наши люди проводят сбор только в перчатках и сразу в лоточки, которые идут на продажу. Голубика произрастает в умеренном и холодном климате. В настоящее время голубика культивируется в Канаде, США и Европе. С начала 70-х годов эта культура выращивается также в Новой Зеландии, Австралии и Японии, которые уже с конца 20 века включились в мировой экспорт ягод голубики. Высота кустарника от 30 см до 1 метра. Продолжительность жизни растения достигает 100 лет, а древесневевшие побеги растут вертикально или слегка поникают. Они покрыты светло-коричневой или сизой корой. Корневище у растения мочковатое, поверхностное. Из-за отсутствия корневых волосков для нормального развития необходим симбиоз с грибами микориза. Листочки на коротких черешках имеют цельное строение и овальную форму с закругленным краем. Жесткая темно-зеленая листва в длину составляет не более 3 см, а в ширину до 2,5 см. Поверхность покрыта тонким восковым налетом, который придает ей голубовато-зеленый оттенок. Противоположная сторона более светлая, отчетливо видна рельефная центральная жилка. Осенью листва начинает краснеть, а затем опадает. Цветы достаточно мелкие, имеют колокольчатую форму и формируют рыхлые соцветия до 20 штук. Каждый венчик растет на гибком, поникающем цветоносе. Лепестки имеют белую или светло-розовую окраску. Цветение наблюдается в мае. После опыления к середине лета созревают округлые или продолговатые сочные ягоды. От момента приобретения характерного цвета понадобится еще несколько дней, чтобы плоды стали мягкими и сладкими. Кожица обычно имеет синий или голубой оттенок с восковым налетом. Длина ягоды достигает 12 мм. Урожайность голубики довольно высока. С одного куста можно собрать до 10 кг плодов. Вес каждого плода достигает 10-25 грамм. Польза голубики не подлежит обсуждению. Она отличается высокой концентрацией необходимых для организма веществ: витаминов А, С, Е, В, антиоксидантов, аминокислот, флавоноидов, клетчатки, витаминов К, П и ПП, микроэлементов магния, кальция, калия, фосфора, натрия, железа. Голубика имеет множество полезных свойств. Снижается сахар в крови за счет ферментов в самих ягодах и листьях. Это свойство очень полезно для пациентов с диабетом.
Растительные гормоны в этой ягоде оберегают сердце и сосуды, снижая холестерин. Налаживается работа желудочно-кишечного тракта из-за наличия в голубике растительных волокон. Хлорогеновая и кофейная кислоты обладают моче- и желчегонным действием. Нормализуется работа щитовидной и других желез внутренней секреции за счет биофлавоноидов. Если есть проблемы с аппетитом, голубика и тут может помочь, благодаря бетаину в составе. Аскорбиновая кислота в составе помогает восстановиться после болезней. Но также голубика имеет некоторые противопоказания. Избыток антиоксидантов способен снижать уровень кислорода, который поступает в мышечные ткани. Неконтролируемое употребление ягод может усилить свертываемость крови, что опасно для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Ягода понижает кислотность из-за большого содержания органических кислот в мякоти ягод. Что касается беременных и кормящих женщин, то перед тем, как скушать ягоды, лучше проконсультируйтесь с врачом. Чтобы вырастить на своем участке эту культуру, вам придется потрудиться. Голубике необходима кислая почва, pH должен быть 4, 5,5. Предпочитает расти исключительно на солнечных, защищенных от ветра участках, где не бывает застоя воды. Почва должна быть рыхлой, торфяно-песчаной. Расстояние между кустами голубики зависит от их силы роста. Низкорослые сорта сажают на расстоянии 60 см, среднерослые на расстоянии 100 см, высокорослые на расстоянии 120-130 см. Ширина между рядами 2-3 метра. Высаживать куст голубики в полутени или тени нельзя. Из-за недостатка солнечного света ягоды будут становиться кислыми и мелкими. Нежелательно высаживать саженцы голубики возле растений, которые регулярно подкармливаются удобрениями, навозом, биогумусом и компостом. Голубика их не переносит. Корни голубика пускают неглубоко. Для посадки достаточно выкопать яму глубиной 40-50 см и диаметром 70-80 см. В местах, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, низкое место и почва очень тяжелая, используется способ холмик. Для создания оптимальной среды в посадочной яме на дно ее нужно засыпать слой измельченной коры ели или сосны толщиной 10 см. Почва для голубики. Можно приготовить субстрат из верхнего торфа, почвы с участка измельченной коры, грубых опилок или хвойного опада и засыпать в яму. Но также можно приобрести готовый субстрат для голубики. А чтобы растение быстро прижилось, начало расти и развиваться, перед посадкой в яме нужно создать кислую среду. Понизить кислотность в субстрате, если необходимо, можно лимонной или щавелевой кислотой 1 чайную ложку на 3 литра воды, серной кислотой 10 мл на 10 литров воды, яблочной кислотой или 9% уксусом 100 мл на 10 литров воды. Заключительным и очень важным этапом в посадке голубики является мульчирование поверхности почвы вокруг куста. Слой мульчи должен быть толщиной 5-7 см. Для мульчи подойдут опилки, хвойный опад или пропаренная измельченная кора. Мульчирование защитит голубику от суточных колебаний температуры почвы, не даст влаге испаряться, улучшит образование корней и позволит избавиться от сорняков. Голубика имеет большое значение в кулинарии за свои вкусовые качества и пользу. Хранится голубика при температуре плюс 17, плюс 25 градусов не более 4 суток. В холодильнике срок хранения можно продлить до 7 суток. Если же вы хотите сохранить ягоду на длительное время, есть несколько способов хранения. Первый способ – варенье из голубики. Ягоду перетирают с сахаром, раскладывают в заранее простерилизованные банки. Второй способ – заморозка голубики россыпью. Изначально ягоду выкладываем в один слой и замораживаем не менее 5 часов. Уже замороженную ягоду перекладываем в пакет или контейнер и снова помещаем в морозильную камеру. Помните, что замороженная ягода подлежит только одноразовой разморозке, непосредственно перед употреблением. Голубику используют в качестве начинки для пирогов и другой выпечки. Из нее готовят муссы и соусы. Из ягод выжимают вкусный сок. Из голубики, как и из любой другой ягоды, готовят варенье, джемы, желе, кисели и компоты. Голубика просто фантастическая. Если вы предприниматель и заинтересованы в сотрудничестве, лучшего партнера вам не найти. Ссылочка на Змеевскую овощную фабрику в описании. Друзья, а на этом мы будем завершать наш выпуск про голубику. Вам, Людмила, большое спасибо за экскурс. А вам, если понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Также оставляйте ваши комментарии. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, я с радостью на них отвечу.